Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня вашему вниманию представляем рыболовную морду, для использования в рыболовстве. Данный вид и данная конструкция, ее стоимость 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей. Далее на видео будет продемонстрировано использование данного изделия. Вы можете приобрести его или также сможете изготовить данное изделие для использования на водоемах Российской Федерации. Представление данного изделия. Эта конструкция имеет уже профессиональный вид, профессиональную рыболовную мережу, а вернее профессиональную морда. Все конструкции эти считаются морды рыболовные. Вы находитесь на канале Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня вашему вниманию представим мережу, скажем, сейчас просто продемонстрирую вам непосредственно ее вот концы, вот такие концы. То есть данную мережу, у которых как бы на концах подкрылков или крыльях расположены, скажем, делаются вот такие две непосредственно разной длины концы. Данную мережу можно использовать как морду мережу с двумя крыльями, где-то с постановкой, именно с двумя крыльями. Будет называться двухкрылая мережа. Или также ее будет возможность установить как профессиональную мережу. Установив посередине нее крыло. На прошлом видеоролике по мережам вы видели там с коридорами мережу. Эту данную конструкцию вы уже видели, конструкцию с двумя крыльями, скажем так. Она имеет такой же вид, да, ее можно расположить как с двумя крыльями. Также непосредственно эту мережу сейчас установим, и ее можно использовать как профессиональную мережу. Еще один вид, скажем, продемонстрирую вам, каким образом растянуть здесь в данной мереже, расположить и растянуть коридоры. Как расположить коридоры. Ну вот также данная конструкция разобрана уже непосредственно в данной конфигурации. Высота этой мережи непосредственно 70 сантиметров. Высота данного изделия 70 сантиметров. Вернемся, значит, опять к отбойнику, к крылу. Тут также крыло представлено, также его отдельно, оно снимается, это крыло отдельно. Оно одинаковое с двух сторон, это крыло, и также имеет длину 5 метров. Из-за чего 5 метров? В некоторых местах нет возможности, допустим, больше поставить отбойник. Так вот, чтобы не делать длинное это крыло, скажем, там 10 метров, 15 метров, если место, конечно, позволяет, можно сделать крыло 15 метров. И на это крыло вот так растянуть две морды, две мережи, скажем так. Но где не позволяет, допустим, место, можно воткнуть ее, где место позволяет, на 5 метров. И также, допустим, сделать добавочное уже это крыло, добавочное крыло, еще 5 метров и еще 5 метров. То есть будет 3 крыла по 5 метров, связать их внахлёст вместе, и будет одно крыло, скажем, составлять 15 метров. Это более удобно. Вы где-то поставили на 5 метров, где позволяет место, где-то на 10 метров, а где-то на 15 метров ее натянули. Здесь также создается за счет подкрылков, или я говорил, что это крылья. Можно их разоединить, эти крылья, и уже использовать ее как двухкрылую. Здесь подкрылки уже непосредственно идут 8 метров.
охватывает больший коридор, охватывает большую площадь. Более большую площадь на 8 метров. Вот таким образом она также устанавливается в водоемах, в воде. Вот так она стоит, имея вот такую конфигурацию. Создавая дворы, как уже говорили, что непосредственно большая эффективность лова рыбы. Потому что есть возможность, скажем, на маленьких мережах представить вам, показать, объяснить, рассказать, да, эти моменты. Потому что бывают мережи, скажем, выполненные глубинные заколы, которые высотой бывают крылья 5-10 метров. Ну, представляете, там 10 метров куда-то лезть там на лестнице, подвешивать это все, растягивать и показывать. Здесь более конструкция пониже, удобно показать и рассказать. Вот такое размещение, такое непосредственно расположение. Также, что и на прошлом видеофильме, по прошлому видеофильму, по мереже. Здесь у меня не подвязан низ, не подвязан низ, но необходимо также подвязать низ, подвязать непосредственно этот низ. Необходимо точно так же подвязать, как и сверху. Этот низ. Также здесь идет уже непосредственно коридор. Идет первая проходная горловина. Здесь уже первая проходная горловина непосредственно из более тонкой дели 0,8 мм. И вторая уже горловина, проход, также уже идет из более тонкой нити 0,8 мм. Кольца также оцинкованная проволока. На канале уже представлены. На канале представлена уже непосредственно разновидность мереж. Все выполнены кольца с оцинкованной проволоки. Приемник также, тут видите, уже мережа побольше. Приемник уже выполнен подлиннее. И непосредственно уже ячейность здесь мельче. Для чего? Уже объяснял я вам в предыдущем ролике по рыболовным мережам. Для чего это делается? Для чего ставится ячея на мотне меньше. На мотне меньше. Чтобы использовать и устанавливать непосредственно уже профессиональные рыболовные мережи, такую данную конструкцию, вы не сможете выставить на резиновой лодке. Просто на резиновой лодке на веслах данную конструкцию вы выставить не сможете. Ее необходимо уже устанавливать на двигателе. На небольшом, пускай, двигателе, пускай небольшой, именно для этой конструкции. Ну, движок 5 лошадиных сил, там 5-8. Ну, 5 мало, 8, наверное, лошадиных. От 8 лошадиных сил вполне хватит установить данный вид конструкции. Если еще мережа небольшая на 50, еще сможете вы поставить. Можно еще ее поставить каким-то образом, скажем. Но, как я вам и говорил, на клинья. Можно поставить на клинья. То есть на оттяжки по краям подкрылков не 2 оттяжки, а на одну оттяжку. Если это возможно поставить, то в данной конструкции вы не сможете натянуть подкрылки на веслах и на резиновой лодке. Вы их правильно не натянете и не оттянете. Только на двигателе. В дальнейшем на канале
Это все будет не сразу. Я вам говорил, я никуда не тороплюсь. Я абсолютно никуда не тороплюсь. В дальнейшем я вам покажу, как она набирается, как она непосредственно выставляется, что там делается дальше. Как ее выставлять. Вот такой вид. Данная конструкция имеет эффективный метод ловли рыбы. В каких-то местах они запрещены, в каких-то местах Российской Федерации они разрешены, оформляются документы все согласно законодательству Российской Федерации и используются мережи. Есть еще ограничения разнообразные по ячейности данной мережи. Но, скажем, назвать это изделие, да, можно как вы хотите, как вправе. Можно назвать ее мережа, можно назвать ее вентиль. В некоторых ситуациях, где, допустим, ячейность мережи запрещена, мережа вентиля разрешена. В таком случае назовите ее вентиль. Вентиль назвали, зарегистрировали данное изделие как вентиль. И, пожалуйста, вы можете его использовать в качестве рыболовства. Вот непосредственно это крыло 5-метровое. Вот оно находится просто отдельно. Просто отдельно в собранном виде. 5-метровое крыло. Удобно, хорошо. Несколько крыльев взяли, подготовили себе для выставления мережи. Вот отдельно лежит уже собранная мережа. Вернее, не мережа собранная, это называется просто морда. Еще есть, скажем, отбойник центральный отбойник, на который можно разместить очень много таких морд. Очень много таких морд разместить именно вот с подкрылками, именно морд такого вида конструкций, именно с небольшими крыльями, расположить на отбойник, который имеет длину, без разницы у кого какая длина водоема позволяет. Это может быть 100 метров, 200, 300, 500 километров. И в разные стороны развести эти морды. И эта конструкция, это изделие уже будет называться закол. Данная конструкция с расположением центрального отбойника и размещение большого количества морд называется закол. Все, спасибо. Ну, даже ворона спрашивает, как? Закол. Спасибо. Всем хорошего дня, отличного настроения, хороших изделий, хороших навыков. Спасибо.